Ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас в поселке Варгаши, 30 километров от Кургана, 230 километров от Тюмени. Сегодня посмотрим с вами, какие вообще штуки люди делают своими руками. Прошу туда. Вашему вниманию, вездеход Лайка. Стоит около 1 000 000 рублей, сделан силами практически одного человека. Его зовут Олег, стоит вот там вот. И в этот раз давайте сразу к делу. Небольшая нарезка про этот проект и поговорим с Олегом, что к чему. Обзор, поехали! Ребятки, вашему вниманию Олег. Олег, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Человек, который придумал, все правильно? Да, все правильно. И делает своими руками вот такие вездеходы. Ну, вот этими руками. Олег, с самого начала, откуда идея, зачем и немножко о себе? Получилось так, что я какое-то время определенно работал с охотниками, с рыбаками. Тюнинговал их автомобили. В смысле так? Это уже интересно. Занимался ремонтом, тюнингом, аэрографией автомобилей. Охотники приезжали, рыбаки на джипах, на УАЗиках, на внедорожниках. Ну, поскольку внедорожники, решил немножко дальше посмотреть, и получилось то, что получилось. А вот с самого начала вы по образованию кто? Я по образованию инженер-механик и художник-оформитель. По специальности работал около 3 лет на заводе механиком. Потом получилось так, что работал начальником столярного цеха. В 90-е годы пришлось подумать о семье, зарабатывать деньги, ушел в бизнес, открыл столярную мастерскую. Вот в этом здании уже около 16 лет плотно сидел на мебель. Мебель делали 16 Производством, конечно, мебели. Очередной кризис, как у нас всегда, 2007 год. Мебель пошла из-за границы, наша отечественная почему-то никому не нужна стала. Занялся ремонтом автомобилей, это всегда было востребовано. И пришли вот к этому. Да, и в итоге вот с ремонта автомобиля пришел вот к этому. И если посмотреть в цехе, там уже более совершенные автомобили. А давайте зайдем. Перед тем, как поговорим вот, да, про Лайку, зайдем, покажете. Во-первых, вот это здание. Да, сейчас это мой цех, это как бы мой остров, в котором меня постоянно тянет. Это на ходу? Очередной полет мыслей. Полет мысли. Друг у меня взял озеро, хотел базу отдыха сделать. Озеро у него забрали, а мысли остались, я их воплотил просто. Когда-то, возможно, увидим на воде. Обязательно. И это с мотором будет? Это будет с мотором, даже с 2 моторами. Лодка отдельно, катамаран отдельно. То есть вот эта штука съемная, которая посередине? Это он полностью разбирается. Как трансформер? Да, и катамаран можно использовать как дополнительную платформу для чего-то большего. Сколько сейчас проектов у вас в работе? Давайте вот посчитаем даже по цеху, да я сам путаться уже начал. 1, 2, 3, 4 проекта в работе, незаконченная лодка. Это вот уже проект, он уже морально устарел. Который? Вот этот вот, поэтому вот я это его, вот, наверное... Вот это выглядит круче всех. Он прям самый брутальный, как Мэд Макс. Знаете, Безумный Макс, смотрели фильм? Да, конечно. Я и для себя делаю в основном вездеходы, то есть что мне в голову придет, то я и пытаюсь изобразить. Но когда заказы появляются, тут уже учитываешь мнение заказчика. Обратил внимание, что система управления бывает разная, да? Здесь рычаги, а там вот у нас... Там у нас бараночка. Здесь прям автомобиль внутри. Это дополнительные расходы, то есть автомобиль дороже получается, он получается тяжелее, опять же, потому что дополнительные агрегаты. Конечно, если кто-то просит баранку, мы сделаем баранку. А вот это что такое внизу? Это тоже планировался вездеход? Это вот такой вот вездеход. Вот это все? Это Optimus Prime какой-то. То есть вы хотели такое сделать? Ну вот он в работе пока. Вы будете делать вот такой вездеход? Да. А на базе чего он будет? То есть какой там двигатель от КамАЗа будет? Двигатель можно поставить разный, самое главное рассчитать крутящий момент. Можно поставить, допустим, ГАЗ-53, тракторный двигатель, 3УЗ, которые всем нравятся. А это кто-то заказал уже? Секрет. Да, пускай это будет пока. Ребятушки, вот у Олега есть свой YouTube-канал. Надо подписаться и обязательно смотреть. Это очень интересно. Про раму мы начали говорить. Вот эта машина, да, она уже придумана, она уже вот 4-я или 5-я по счету. Амортизатор Нивовский, пружина Жигулевская. А вы покупаете тачку под разбор и как донора или
конкретные детали используете, которые нужно Нет, заказывать? если мы покупаем автомобиль как донора, мы используем из этого автомобиля только двигатель, трансмиссию, ну, какие-то мелкие вещи, допустим, там сиденье, панель приборов, тормоза, радиаторы, генераторы. В хорошем состоянии берем с разбора или лучше новое. Я обратил внимание, там вот, пройдем туда еще, двигатель стоял. Двигатель у этого автомобильчика стоит вот здесь посередине. Какой будет движок? Он уже здесь стоял, здесь обычный жигулевский наш отечественный двигатель Так. с переднеприводной трансмиссией. Дифференциал у этой коробки заваренный. А мы читали, что тойотовские вы тоже ставите агрегаты. Да, конечно, если люди просят, мы ставим тойотовский. Вот на этом автомобильчике стоит ниссановский двигатель с автоматической коробкой передач. Тех, кто механику просит, их до сих пор много? Их большинство. Серьезно? Да. Автомобильчику, допустим, вот этому, достаточно там 60 лошадиных сил, то есть это очень много уже будет, чтобы он себя нормально чувствовал. Не надо думать, что если вы поставите сюда там, мощный двигатель, то он будет себя нормально вести. Будет рвать там привода. Зачем это нужно? А сделать посадку последовательно вы не думали? Один, ну, как в истребителе в Да, каком-нибудь. был такой автомобильчик у нас, последовательная посадка, как на квадроцикле. Вот допустим, клиенты как он пришли. выходит. Здрасте. Это мой внук. Очень приятно. Такие вещи классные. Привет. Вообще фантастика. Так, ребятки, реклама сейчас пару минут. Олег, итак, как этот аппарат называется? Какое у него название второе? Второе название этого аппарата Терек, потому что у меня родственники живут на Кавказе, поэтому Терек. Он куплен уже? Нет, он не куплен, он в свободной продаже стоит, мы его выставили на продажу, 750 рублей, пожалуйста. А система вот поднятия крыши? Каждый раз пытаюсь что-то новое придумать, но если уж сильно зашло, то повторяюсь. Двигатель восьмиклапанный, ВАЗ-2110. А панели вот тоже от десятки, да? Панель ВАЗ-2115. Тут все работает, все Конечно. актуально. Все работает, уровень, температура, масляный датчик, дворники. Это переключение передач через интересную систему тяг. Для того, кто хочет покататься, рисую схемку сюда, где надо что, куда Где включать. первые там? Просто какой-то придурок не так прилепил. Что ты имеешь в виду под этим словом? Давай-ка попробуем еще раз. Колеса откуда? Вот это вся организация, так Да, сказать. обычные жигулевские колеса, не всегда это здорово. Вот это прокололи. Дальше можем ехать? Можем ехать дальше, не проблема. Эти два прокололи. Можно все три колеса проколоть, подтянуть на линеец, вот натяжитель, да, и дальше добраться. Конечно, резина будет в хлам. Но поедет. Он поедет, само собой, конечно. Весь Класс. бы зацеп был у звезды. Гусеница из чего сделана? Это обычный плоский трак из профильной трубы. Вот клыки также из профильной трубы. Кузов, Немножко пожалуйста, вот спартанско все сделано, да? под ножками что накрывается. И вот вам, пожалуйста, 4 места. 1, 2, 3, 4. Кто заказчики? Охотники, рыболовы? Да, в основном охотники и рыболовы. Есть заказчики, даже золотоискатели вот у меня Да ладно. на сегодняшний день. частные? Да. А? Просто частные люди, не компании. Частные люди, да. То есть такие вот до сих пор есть, как в старые времена. Старатели, да. Старатели, вот, Я вот, не вот. особо в этом разбираюсь и не Вот. задаю лишних вопросов. Но мне сказали, что вот на прииске нужен машинку. Олег, я так понимаю, что мы сможем чуть-чуть прокатиться на этом аппарате сегодня. Да, конечно. Красота. всё для вас. Но перед тем, как прокатиться, покажите, что у вас вот там в соседнем стоит, оранжевого цвета. Просто вот, Да, с удовольствием. давайте, сейчас, ребятки, небольшой бонус-трек. Это незаконченный проект, но не заброшенный, потому что Можно стоит открыть? здесь. Конечно. Во! Она на ходу? Она не на ходу, пока еще электрика не подцеплена. Внутри здесь не очень так все это, провода пока болтаются. Какого года? Она 74-го года. А вы знаете, как капот открывается на ней? Вот так. О, ну да, со сдвигом. И теперь оттуда. И теперь вот так вот. Двигатель мы поменяли. Стояла четверка, стала рядная шестерка. То есть он быстрее и мощнее стал. Он стал быстрее и мощнее. И уже не 520-й, да, а 525-й как бы стал. Ну, когда увидим на дорогах? Увидим, Видим, когда время найдем доделать. когда время найдем. Вещь. Прокатимся? На лайке. На лайке обязательно прокатимся. Давайте.
Олег, наши действия. Приоделись, приобулись. Вы за руль, естественно, за рычаги. Ну, за рычаги. пока, А да. мы пока вот туда, в кибиточку, да? Кирилл, садись. Все нормально, все свои. Так, садись сюда. Звук приятный. Ну, готовы? Да, готовы. За что держаться-то? Поехали. А что, куда мы? Прям так, что ли? Ё-моё, а что? Что? Нет, стоп. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Эй, Видите сейчас? аккуратно. Олег, да, отойди. Кирилл, ты чё? Ай, Макс, осторожно. Блин. Что? Тестовая трасса у Олега, конечно, на 5 баллов. Надо было, ну, тут вообще крыша предусмотрена. Да, ё-моё. Но мы... Что это было? Крыша... Все нормально. Значит, крыша предусмотрена, но мы ее почему-то не стали надевать. Я до сих пор не понимаю. Вот так, вот так удобно, да. До сих пор не понимаю, почему мы крышу-то не надели. Надо было бы надеть. Олегу там вообще хорошо едет. Кирилл, держись. Воу. Спускаемся вниз. Ну как вы? Супер! Слово «вездеход» этот автомобиль отрабатывает, этот аппарат отрабатывает на все 100. Мы проехали сейчас по таким, конечно, дебрям. Хорош! Ну, хорош! Чувак. Олег, а можно попробовать выйти? Выйти, да, конечно. Воу! Только это проваливается. Смотри, куда мы заехали. Смотри. Смотри. Смотри, выехал. Чуть прыгает. Видел? О, как. Вас забирать? Олег похож на Дэниела Дэ Льюиса в фильме «Нефть». Это же ваши следы? Это мои следы, да, я вот рисканул и, честно говоря, еле выбрался. Это риск, да? Это риск, Ну все, у техники есть свой предел, правильно? конечно, любой. Сюда вот в эту нишу опускаться. Туда лучше не лезть. Я замерял там глубину, там просто дна нету, грязь одна. Приключения... Во. Тихо. Приключения на болотах. Ава! Нормально. Мы готовы. Вперед! Вот тут уже полегче. Полегче, поприятнее. Тихо, тихо, тихо. Так, эй, воу. Что, рискнем ее пройти? А стоит оно того? Не знаю. У Олега слишком часто звучит фраза «рискнем?» Что-то мне... Тихо. Вот там можно завязнуть сильно. Идет. Легко. О, к людям выехали из леса, с болота. Куры! Лови кур! О, я даже здесь уже устал. Ну что, остановимся ненадолго? Да, можно. Что вы сейчас делаете? Обычный стоит механический домкрат. Вот. Грязь только убрать. Он идет на натяжитель. Подтянул. Подтягиваем сейчас цепь. Да, Ой, гусеницу. гусянку, Подтягиваем да. гусеницу.
что, она разболталась или что, растянулась? Ну, на поворотах я чувствую, где-то зуб Вы перескочил. прям в одном чувствуете, месте. да, что-то? Конечно. Чувствовать надо машину. Машину в любом случае надо чувствовать. Согласен, любую. Любую. Ого, прям сразу натягивается. Все. Вон и коза там какая-то пасется. Козу не думали завести вместо Нет, вездехода? козу не думал завести. Но когда вот мне говорили, что с сельским хозяйством никогда не буду связан, я взял и завел куриц. Так, И не просто куриц, а перепелов. и? И не просто там какой-то кучка, а много. И держал этих перепелов довольно-таки долго. Яички уходили там по магазинам. Вот, ну, завелся какой-то маленький зверек, который я не видел. И он мне складывал каждую ночь там по 10-15 голов. Пока Каждую привел ночь всех. 10? Да ладно. Я не знаю, как он называется. Угу. Люди разные говорят. Ну, плюнул на это дело и занялся тем, на что учился. За руль. Так, а что, как? А лишь бы на пеньки не заезжать и все. Ремень тут не предусмотрен, так понимаю. Нафига он тут нужен, ремень? Мы готовы? Ну, заводим. Сразу вторую, нет смысла первую, вторую сюда налево. Так, сцепление. Сцепление. Ох, сцепление у вас такое, ноги качать. Давай. Как у Сталлоне в грузовике. Видишь, как я это делаю? Кладешь сюда руку, наклоняешься вперед и давишь сюда всем весом. Это вторая. Это вторая. Трогаемся со второй. Все, поехали. Вас понял. А рулить-то как? Чё, Олег, объясните хоть что-нибудь. Чтобы научиться рулить, надо сначала тронуться. Так что поехали прямо. Ты там, Кирилл? Мелкими рывочками, если надо направо. Не надо. Вот. Опускаем. На ходу рулим. Ясно. Вот. Все, так заглохнет, если постоянно держать на тормозе. Понял. Руль это тот же тормоз. Ну все, запускай сразу. Нажал, отпустил. В смысле нажал, отпустил? А не надо ее держать на это. Надо постепенно рывками поворачивать. А, вот так? Блин, ну тут надо учиться, Любая конечно. гусеничная техника, любая. Я-то по привычке, держу, пока мы не повернем так, как нужно, потом Не, возвращаю не назад. так. Ну, интересно. Сейчас курс пройдем, нормально будет. Есть. Во, нормально. Вот. Понял. Все, почувствовал. Так, пенечки. Идем. Блин, вот это мощно. Другое дело. Замечательно. Нормально, это не препятствие. Блин, ну такой камень там лежал. Я прям чувствую гусеницы. Левую гусеницу левой булкой, на правую. Воу! Ёшкин! На правую. Кирилл, ты там? О, Кирилл еще с нами клево. Ёшкин! Вообще. Ну, Олег, конечно, катается. Без проблем. Вот и хорош. Тихонечко. Вперед, газу. Газу. Дальше. Дальше куда-нибудь поворачивать надо. Хорошо, понял. Туда. Оп. Дальше, Олег, дальше вы. Ну, это круто, это мощно. Это вот реально мужская техника. Подождем, остынет. Давайте, все остынут, не только машина. Сейчас пока вы идете, я вот здесь вот в кусты зайду, посерединке где-то из кустов напрямую выеду. Хорошо. И мы ехали только на второй скорости, а разогнаться он может, ого-го. Воу, что там происходит? Ё-моё! Идет!
О, дает. Олег, это было красиво. Это было А вы первый раз это делали? Или не на первый? нем первый раз. Серьезно? И прям так вот сразу? Гусеницы касались сейчас там Нет, дна? когда на середину выехал, гусеница не касалась. Я То есть он почувствовал. плыл, и там, кстати, много чего отвалилось сразу. Ну, И помыли. помыли, да. Самое интересное, себестоимость самого простого вот такого вездехода. Себестоимость по деньгам, если делать частично с бэушных материалов, Ага. ну, такие как двигатель, коробка передач. Нет, я вас перебью. Не себестоимость, а все-таки стоимость для стоимость. покупателя. Себестоимость – это ваша коммерческая, значит, тайна, история. Стоимость для покупателя. Самый простой вариант 650 тысяч рублей. Это очень недорого. Если мы добавляем мягкую подвеску, как на этом вездеходе, Так. я вынужден стоимость увеличить на 100 тысяч рублей. Если мы добавляем, значит, главную передачу фрикционного типа, я вынужден еще увеличить на 150 тысяч рублей. А чтобы вот большой, шестиместный, с крышами, ниссановский двигатель, коробка автомат, вот прям все. Ну да, Всё я как- тоже всё по думал, комфорту. думал Сколько я это над будет этим стоить? вопросом, я думаю, где-то в районе 1,5 миллиона он будет стоить. И это руль там будет. Руль это хорошо. Нормальный вездеход, нормальный, достойный, за которого не стыдно. Да. Начнем стоимость где-то в районе 1,5 миллиона рублей. Ну вот по ощущениям, да, все будет дорожать. Если сегодня об этом думать, то завтра у вас уже ничего не получится, я уверен, что Значит, надо работать, да? да, просто надо работать. И не думать там о каких-то прибылях, там, тем более о сверхприбылях. Если вот ко всем людям хочу обратиться, да, если вам что-то нравится делать, делайте это. Про деньги не нужно думать, они в конце концов, я думаю, сами вас найдут, придут, все у вас будет прекрасно и хорошо. Если работать. И однозначно, если работать. Если только заниматься одним планированием, то ничего не будет. Если заниматься только одной работой, тоже ничего не получится. То есть вот эти вот две вещи, значит, совмещать нужно. Работать и думать. Все. Спасибо вам большое. Все ссылки внизу. Обязательно посмотрите, какие еще есть модели у Олега. И рассмотрите вариант покупки, если у вас, возможно, есть такие задачи. Потому что Олег может построить практически все, что угодно. Интересная техника, сложная, но очень интересная и полезная. Ждем ваш комментарий. Увидимся. Пока.